Жизнь после смерти. Мой предсмертный опыт. Когда я была молодой одинокой женщиной, жившей в своем родном городе, я попала в больницу с тяжелыми осложнениями после неудачной попытки аборта, который я сделала в ванной комнате своей квартиры. Будучи воспитанной католичкой, я пыталась справиться с нежелательной беременностью тайно и в одиночку. Потеряв много крови и почувствовав сильный холод, я вызвала скорую помощь, чтобы меня отвезли в больницу. Как только меня привезли в отделение неотложной помощи, я вспомнила, как весь персонал вбежал в мою палату с тележками оборудования, бутылочками, насосами, иглами, бинтами, трубками и так далее от пупка вниз. Я была залита кровью и очень слаба. Я была в опасном для жизни, очень критическом состоянии. По мере того, как кровь покидала мое тело, моя воля к жизни угасала. Я услышала звук хлоп, и внезапно боль прекратилась. Впервые за последние 3 месяца я почувствовала себя спокойно, когда узнала о своей беременности от мужчины, который лгал мне, говоря, что любит меня и хочет на мне жениться. Но у него была жена и 5 детей в другом городе. Я очень хорошо видела свое тело, пока они ожесточенно работали надо мной, подключая переливание крови и другие трубки. Я вспоминаю, что мне хотелось, чтобы они остановились. Я выглядела ужасно, и мой цвет кожи был очень плохим. Мне было стыдно, что я была причиной всей этой паники. Я согрешила и не заслуживала жизни. Тот факт, что я думала об этом, находясь в нескольких сантиметрах от потолка, не беспокоил меня и не смущал так сильно, как ощущение стресса, который я вызывала у тех, кто был ниже меня. Я также знаю, что была в полном сознании, хотя слышала, как медсестра, единственная в синем халате, сказала врачам, что я потеряла сознание вскоре после того, как приехала в отделение неотложной помощи. Я очень хорошо осознавала каждую деталь происходящего и комнаты. Я осознавала, что внезапно появился туннель, и меня затягивало в него. Я была рада оказаться подальше от напряженной сцены внизу. Я плыла по направлению к туннелю и прошла прямо через потолочный вентилятор, а затем через потолок. Чернота туннеля клубилась, и я начала набирать скорость. Мне стало любопытно, что представляет собой мое нынешнее тело или форма, и я посмотрела на свои руки и кисти. Казалось, что они расширяются и излучают легкое свечение. Я почувствовала порыв воздуха и низкий гул, похожий на вибрацию, когда набирала скорость, направляясь к яркому свету вдалеке. По мере того, как я набирала скорость, я чувствовала, что рядом со мной есть присутствие, которое поддерживало мое спокойствие и излучало любовь и мудрость. Я никого не видела, но чувствовала сущность моего дедушки, который умер, когда мне было 13 лет. Я осознавала его утешительное присутствие, но ничего не видела и не слышала. Наконец я дошла до конца и вплыла в место, которое было переполнено сияющим белым светом, который, казалось, воплощало в себе все понятия любви. Любовь была безусловной, как у матери к ребенку. Это было определенно теплое радостное присутствие, то самое, которое в первую очередь привлекло меня в туннель. Казалось, что это гигантское силовое поле или энергия, излучающая все добрые и благородные эмоции, известные человеку. Я отказалась от путей католической церкви, как только покинула церковно-приходскую школу в 17 лет, чувствуя, что освободилась из тюрьмы, и была далека от религии, но я знала в своем сердце, что это был Бог. Слова не могут описать мое благоговение перед этим присутствием. Казалось, что я стала частью света, а затем свет стал частью меня. Мы были едины. Я вдруг поняла без всяких сомнений, насколько мы все взаимосвязаны друг с другом, с Богом и со всеми формами жизни во Вселенной. В то время, помнится, я задавалась вопросом, буду ли я наказана за убийство своего ребенка и тем самым убью и себя. Я могла сказать, что он знает каждую мою мысль и чувство. В следующее мгновение я увидела спящего ребенка, который, как я знала, был мной. Я завороженно наблюдала, как я вижу основные моменты каждого этапа моей жизни. Это было похоже на круговой киноэкран, на котором с огромной скоростью проносились разные сцены. Каким-то образом я смогла увидеть и понять не только происходящее, но и чувства, которые я испытывала в то время, а также эмоции, которые я вызывала у других. Я наблюдала и чувствовала стыд моей матери, когда она родила меня вне брака, вплоть до эйфории любви и сокрушительной боли отвержения и предательства. Я понимала страх и неуверенность мужчины, который причинил мне боль, и его собственную вину за то, что он порвал со мной, узнав о моей беременности. Я чувствовала каждый хороший или плохой поступок, который я когда-либо совершала, и его последствия для других.
Это было трудное время для меня, но меня поддерживала безусловная любовь, и я справилась с болезненными моментами. Меня телепатически спросили, хочу ли я остаться или вернуться к своей прежней жизни в земной школе. Я упала на колени, чтобы показать свое желание остаться с ним. Он показал мне красивый блестящий пузырь, который парил рядом со мной. В нем я увидела крошечного младенца, сосущего грудь. Ребенок превратился в малыша и начал идти ко мне, оставаясь внутри пузырька. Затем изображение маленького мальчика превратилось в подростка, и он продолжал стареть, пока не стал взрослым мужчиной. «Кто это?» – спросила я. «Ваш сын Майкл», – был ответ. Помню, я почувствовала огромное облегчение от того, что не уничтожила его шанс на жизнь. На меня нахлынул поток страшных мыслей. Я даже не была замужем и едва могла содержать себя, как я смогу вырастить сына. Сможет ли он когда-нибудь забыть или простить меня за то, что я пыталась сделать аборт на 4-м месяце? Как я смогу сделать это одна без посторонней помощи? Я увидела свою фотографию с мужчиной, который, как я знала, будет моим будущим мужем, и он держал на руках 2-летнего мальчика, которого я видела на фотографии. Впервые я позволила себе почувствовать любовь к ребенку, которого я носила. Вся неловкость, осложнения и трудности, которыми я оправдывала свой аборт, показались мне очень слабыми и эгоистичными. Внезапно меня вытолкнули обратно в мое тело, и жгучая боль пронзила нижнюю часть моего тела. Та же медсестра в синем халате делала мне укол и говорила, чтобы я расслабилась, что обезболивающее скоро начнет действовать. Казалось, что я была без сознания не более нескольких минут, однако мой визит на другую сторону длился несколько часов. Находясь вне своего тела в отделении неотложной помощи, я заметила красную этикетку на боковой стороне лопасти потолочного вентилятора, обращенной к потолку. Когда меня отвезли в палату интенсивной терапии, мне сказали, что мой ребенок был спасен. Я ответила: да, я знаю. Я попросила, чтобы кто-нибудь послушал о моем невероятном опыте, но мне ответили, что у них нет времени. Мой врач сказал, что это чудо, что он смог спасти ребенка вместе со мной. Он сказал, что думал, что потерял нас в 2 случаях. Я попыталась рассказать ему о своем опыте, но его позвали. Его прощальная улыбка не оставила сомнений в том, что он зря потратил время, слушая бред сумасшедшей женщины под воздействием наркотиков. Моя мать прибыла позже, с религиозным подкреплением, пытаясь добиться признания в грехах. Меня слегка позабавило, когда появилась монахиня и начала молиться за меня, прося Бога простить меня. Я знала, что уже прощена. Мое наказание исходило из моих собственных эмоций вины и стыда, которые я так болезненно переживала во время просмотра фильма «Пузыря» о моей прежней жизни. Только одна медсестра в больнице выслушала меня. Она сделала это после того, как я рассказала ей некоторые подробности того, что она говорила врачам и медсестрам, пока я была без сознания. Она рассказала, что слышала о других людях, которых вернули с порога смерти с похожими историями. В конце концов я убедила ее достать высокую лестницу и самой посмотреть на красную наклейку, появление которой я подробно описала на скрытой стороне потолочного вентилятора отделения неотложной помощи. Медсестра и санитарка видели наклейку, подтвердив все детали ее появления, описанные мной. Я знала то, что знала, но мне было легче от того, что по крайней мере 2 человека мне поверили. До сих пор я никогда больше не вспоминала об этом опыте. Я продолжила свою жизнь с оптимизмом, с совершенно новым настроем и через 5 месяцев родила здорового мальчика, назвав его Майклом. Ущерб, который я нанесла себе, не позволил мне больше забеременеть, но психическая и любовная связь, которую я испытала с Майклом, это действительно заветный подарок свыше. Сейчас этот опыт остается таким же реальным и ярким, как и 34 года назад, и изменил мою жизнь во многих духовно возвышающих аспектах.